Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, это видео имеет кодовое название «Как гудят итальянцы», возможно, так я его назову, когда выложу на YouTube. В любом случае, мы находимся перед кафе Педроки, это кафе без дверей, потому что двери никогда не закрывались в это кафе, оно работало и ночью, исторически получило вот такое название, просто потому что, да, находилось напротив Падуанского университета, двери всегда были открыты, прежде всего для студентов. Я уже говорила, что некоторые витрины поразили меня именно в вечернее время. И это витрины, мне кажется, вы никогда не угадаете, если не знаете ассортимент этого магазина, это Zara. На мой взгляд, все очень красиво с эстетической точки зрения, но и также эти витрины в количестве 4 штук воплотили все тенденции. Итак, тенденция – белый воротник, он может быть накладным, его можно заказать, но в любом случае подобный белый воротник присутствует как в масс-маркете, так и в люксе. Светлое пальто, халатный тип застежки на поясе. Внимание, под подобное классическое пальто, да, в этом сезоне мы носим худи, либо толстовку, свитшот, но лучше худи. Так прям-таки явно видно смешение стилей, это тоже определенная тенденция. Очень мне понравился пиджак, золотые пуговицы тоже являются тенденцией. В прошлом году она уже была широко представлена на витринах, и мне очень нравится белая рубашка в оформлении этого ансамбля. И также ремень. Я очень люблю ремень поверх пиджака. Если вам кажется, что ваш вес не позволяет вам так носить, попробуйте вот такое сочетание. Белая рубашка либо блуза, плюс сверху пиджак, плюс ремень, плюс верхняя одежда, которая остается расстегнутой. Пиджак является тенденцией, но посмотрите, как интересно, как красиво пиджак. И снизу может быть пуховый жилет, либо пуховая тонкая куртка. Витрины мужские фирмы Zara тоже оставили меня в полном восхищении. Мне очень понравилось пальто. Пальто очень много, и мне нравится, что пальто вынесено на витрины. Это значит, что пальто пропагандируется. И в пальто именно этой осенью ходит вся, скажем так, модная часть мужского населения Падуи совершенно точно. От самых-самых юных мальчиков до мужчин с седыми волосами все предпочитают пальто в этом сезоне. И снова потрясающий баланс классики и спорта. В данном случае классическое пальто и спортивная обувь. Очень понравился мне этот многослойный образ. Это худи, это рубашка. И сверху жилет. Берите на заметку, модненький, тепло, комфортно, стильно и здорово. Мне интересно, в других странах витрины Zara, по крайней мере мужские, оформлены так же, либо несколько иначе, потому что, конечно же, мужская мода в Италии, она имеет свои особенности. Это очень узкий силуэт, как правило, это, как правило, укороченные брюки. Эту девушку многие мои зрители помнят с прошлого года. Я всегда ей делаю комплименты. Сейчас мы с ней не успели поздороваться, я ее поздно заметила. Она была со спутником. Она всегда так классно одета, что вот на самом деле может служить примером для всех нас.
Я уже обращала внимание, что в Италии пуховики, в особенности узкие пуховики, которые объявлены были вне трендов, носятся как жакеты. И посмотрите, вот более чем достойный пример. На обеих сеньорах подобные пуховики и, внимание, юбка-карандаш, длина середины колена. Покажу вам также, кстати, витрину Массимо Дутти. Эту витрину невозможно заснять днем. Она, безусловно, очень красива. Мне нравятся белые аутфиты, мне нравится вот такое пончо. И разглядеть все это в дневное время суток оказалось совершенно невозможным. Ну что ж, мои прекрасные зрители. Кстати, вот мокасины, меня многие спрашивают. Яна, не могли бы вы объяснить, почему же вы, итальянки, носите открытую обувь зимой? Обязательно уделю этому отдельное видео, в ближайших обзорах расскажу, почему, на мой взгляд, это происходит. Покажу также выдержки из сайта Max Mara, потому что, мне кажется, это может служить ориентиром. Объясню свою позицию в отношении этого. И, может быть, действительно для многих это будет каким-то стилистическим открытием, которое вы сможете использовать, ну, если уж не зимой, не в разгар зимы, то, по крайней мере, как только станет тепло весной. Сейчас я нахожусь на площади, которая располагается между старым зданием Падованского университета, где, кстати, была мясная лавка. И это тоже очень отдельная история, почему университет и его здание имеют отсылку как раз-таки к быку. И мы находимся также на площади перед мэрией. Внутри мэрии я тоже много раз вам показывала, насколько красиво. И сейчас мы сдвинемся на основную площадь рядом с Дворцом правосудия, Палаццо делла Раджона. Она находится. Традиционно рынки я снимаю именно там. Посмотрите, сейчас, конечно же, рынка нет. Эта площадь заполнена людьми. После обеда уже выставляются столики, где можно и кофе попить, и какой-то аперитив выпить уже к ужину. И, конечно же, непосредственно перед ужином у итальянцев традиция что-нибудь выпить, какой-нибудь аперитив. Как правило, это все-таки легкий алкогольный напиток, достаточно сладкий. Знаменитый апероль к ним относится, безусловно. Что-нибудь выпить, посидеть перед ужином. На ужин многие отправятся в рестораны, хотя в воскресенье это не очень распространено, потому что впереди рабочая неделя, хотя, опять же, многие мои зрители знают, что многие профессии, некоторые виды деятельности, они подразумевают выходной день, точнее половину выходного дня, это понедельник. И многие действительно могут расслабиться, отправиться на ужин, допустим, в ресторан, либо поужинать непосредственно где-то, взяв еду на вынос. Либо есть места, которые не являются ресторанами, по своей сути являются барами, там можно дешево пообедать и недорого поужинать. Вот, например, вот так на вынос можно взять и бокал вина, потом вернуть бокал и взять что-то, что готовится прямо-таки при тебе. Это, скажем так, передвижная кухня. Вот при мне приготовили полипо, забыла, как на русском называется, его режут и подают в тарелке пластиковой. И многие едят непосредственно находясь на ногах, стоя, многие присаживаются на бордюр. Все зависит, конечно же, от того, насколько тепло на улице, от того, в каком сезоне мы находимся. Ну что ж, гудит Италия, гудит. Я знаю, что многим понравилось это видео, как раз-таки атмосфера расслабленности, которая все-таки имеет место, несмотря на то, что мы находимся в той ситуации, в которой мы все находимся. У нас закрывают школы на юге, и вопрос закрытия школ здесь, в нашем регионе, я нахожусь в регионе Венето, и репортаж именно отсюда, по мнению многих, кто так или иначе задействован в том или ином бизнесе, сейчас я общаюсь с огромным количеством людей, это вопрос времени, к сожалению. Когда это случится, через 2 недели, лишь в декабре, либо в январе, никто не знает. Но все схожи в одном, что это лишь вопрос времени. Поэтому да, мы отдыхаем, пока это возможно. Маску можно не носить, пока ты сидишь и находишься в процессе употребления какой-то еды либо какого-то напитка, поэтому это еще один повод присесть и просто снять маску и подышать свежим вечерним воздухом. Для многих, для меня в том числе, я теперь всегда сажусь выпить кофе, не потому что я стала кофеманкой. Привет всем, кто был на греческом марафоне, кто со мной. Кстати, будет дальше развитие этого марафона, потому что я поняла, что фудблогерство привело меня к определенным ощущениям, и обязательно о них расскажу.
Ну что ж, я желаю всем бодрости духа, я желаю всем здоровья, не болеть, чувствовать себя прекрасно, выглядеть хорошо и жить, наверное, так, как живут итальянцы, с сегодняшним днем. Очень часто я получаю комментарии о том, что одежда – это вторично, то, как мы выглядим, это не важно, главное, как мы себя ощущаем. И это действительно так, я с вами здесь полностью соглашусь. Но живя среди итальянцев, я поняла, что можно получать еще больше удовольствия от жизни просто потому, что ты в этой жизни классно выглядишь.